Салют, дамы и господа, у микрофона Олег Гром. Что ж, сломался психоакустический процессор Behringer SX3040, прям в прямом эфире сломался. Небольшой ремонт своими руками. Может быть, у вас такая же будет проблема. В интернетах я не нашел видео по ремонту именно этой задачи. Ну, особо сильно не искал, но не нашел. Различные сайты хотят за этот ремонт в среднем 4 с лишним тысячи, либо больше. Вот. Но, в принципе, в среднем, да, то есть 4 с лишним. Опять же, там, наверное, от сайта зависит или еще что-то такого. Что происходит? По моему мнению, я не профессионал и не претендую ни на какие лавры. Расскажу, как мне кажется. Смотрите, стоит здесь такой вот замечательный трансформатор. Сейчас я приближу, вы посмотрите его характеристики, потом на паузу поставите и поищите их, да? Расскажите мне, что это за трансформатор. Я что хочу сказать. Здесь раньше, в этих Behringer'ах, стоял тороидальный трансформатор, под него даже выштамповка есть, место осталось. Я думаю, что с тороидальным трансформатором такого не было, но все удешевляется, поэтому вот, естественно, эта вся бандура греется, тут вообще вот все в этом уголке греется, вот это все стоит, греется, здесь плата-то небольшая, да, и стабилизаторы напряжения тоже греются, это я уже дорабатывал здесь, чтобы лучше прилегало, шлифовал, наносил термопасту, ну и так далее. Он у меня уже был в ремонте, с ремонта он ко мне приехал с вот этим замечательным конденсатором, вот с вот этим вот, это прям чудо какое-то, я не знаю, где они его нашли, это официально был центр ремонтный, мне то видео засрали полностью, закидали ремонтники, сказали: фу, что ты там шаришь, иди поработай за такие деньги в ремонтных мастерских, что ты думаешь там. Так не работаете, делайте либо хорошо, либо не работаете. Где вы его достали? Откуда вообще угол вон у него этот отломан? Где, с какого старого устройства времен СССР вы достали этот конденсатор? Причем он на сколько? На 10 нанофарад, да? Или нет? Или да. Ну, в общем, ладно. Мне кажется, что если где-то что-то пробивает, то тут же летит это все на керамику, и керамика начинает сыпаться. Прям в буквальном смысле от нее остаются рожки до ножки. Хотя должен выбивать предохранитель в первую очередь. Но тут вот керамика выступает в роли предохранителя. Это вот, кстати, единственный целый представитель, который еще живой из всех 4 конденсаторов керамических, которые были в этом психоакустическом процессоре. Можем даже его сейчас с вами замерить. Он все покажет, он рабочий, живой, вполне себе. Ну, он уже один остался, потому что ему на замену приходило что угодно. Вот видите, 109 нанофарад. 109 нанофарад, а здесь 10 нанофарад. Ну, можно сказать, вот видите, 11 нанофарад. Ну, можно сказать, типа, да какая разница, это же все равно на диодном мосте. Ну, короче, там стоят, да и пофиг бы на них. Вот. А стоят они действительно, вот здесь вот они разбросаны. Вот таким вот образом, 1, 2, 3, и вот здесь вот 4, его не видно за большими конденсаторами, он, кстати, сгорел. Ну и чтобы его вытащить, там рожки до ножки остались, я заодно решил конденсаторы выпаять, посмотрел, у них тоже емкость упала, ну, короче, все буду менять, а надо было это делать сразу. Если у вас сгорел вот такой 104 конденсатор, на нем 104 написано, обычно они там такие стоят, ни в коем случае не ставьте емкость меньше, в принципе, это вообще желательно не делать. Вы можете поставить что-нибудь вот такое вот, понимаете, от души, так сказать. И это даже будет не хуже, чем вы поставите меньше по емкости. И даже если вы будете говорить, да это не важно, там бла-бла-бла, ну вот не надо, не надо. Смотрите, они бывают совершенно разные, стоят они копейки, реально копейки. Вот такой, например, 104. Можно вот его поставить. Смотрите, какой малыш. Можно его поставить, я буду ставить вот такие на 500 вольт, которые эти на 50 вольт. Но это тут тоже сейчас тут роли не будет играть, потому что те тоже на 50 вольт, если я все правильно понимаю. То есть вот этот тоже 50 вольт, этот 500 вольт. Можно вон там и побольше. Если у вас совсем уж много места, можете и побольше. Но смысла
Там уже, в принципе, не будет. Главное, чтобы габариты более-менее вписывались в плату. И они вписываются. Меньше емкость не надо ставить, не надо рассказывать, что советские конденсаторы, ну и что? Ну так емкость-то не та, что вы его поставили? Нормально, да, ремонт? Ну, бесплатно, конечно, но... Ладно, сейчас то опять мне это видео ремонтники набегут, будут жаловаться, что ничего ты не понимаешь, в ремонтных центрах денег платят мало. Уйдите, не работайте, там ремонтные центры закроются, и тогда будут платить денег больше. Чего вы там работаете-то? Вот, это буду менять, это раз. Потом 35 вольт 1000 микрофарад. Смотрите, вот такого размера он. Это если вы будете искать, чтобы вы запомнили, короче, 20 миллиметров. 20 миллиметров. Он встает на плате очень хорошо, ничего не касается, место есть. И у меня такого не нашлось. 50 вольт на 1000 микрофарад. Он у меня размером 25,2. Да, получается, 25,4. Ну, короче, 25,4 пускай будет. Он прям впритык. Я его ставить отсюда не буду. Я его поставлю с обратной стороны. Да, ну, то есть вот так вот. Но потому что надо менять. Здесь емкость тоже упала. Вместо 1000 микрофарад здесь 700, что-то там 80, ну что-то такое. В общем, он-то еще послужит, в принципе. ESR у него хороший. Но он послужит где-нибудь в самоделках, где нужно будет 500 микрофарад. Вот я туда его и поставлю потом когда-нибудь. Тем более они пережили ужасное. Между ними, вот тут даже, вот видите, ожоги. Между ними взорвался их собрат керамический. Это же... Надо их как бы отправить немного на пенсию в санаторий для конденсаторов. Пускай там лежат. И вот этот тоже выживший, мы его тоже не будем мучить больше. Заодно заменю, которые идут на стабилизаторы, да, туда шли 10 микрофарад, 25 вольт. Куда-то. Вот такие вот. Ну, они тоже подустали. У них тоже ESR и все прочее. Хотя еще могли бы работать, но устали. Но я думал, раз уж менять, то менять все. Заменю их на 50-вольтовые, они такого же размера. 22 микрофарада. Фарада. Да уж, ладно. В общем, вот такая штука. Вы тоже это можете сделать. Я планировал это сделать вообще сразу еще давно. Но, знаете, ограничился таким временным ремонтом. И, соответственно, у меня вот самый неподходящий момент произошло то, что произошло. Поэтому... Буду менять, ну и дальше все, наверное. Не знаю, буду ли я снимать уже часть, когда все запаяно, нужно ли это или нет. Ну, наверное, если работать не будет, тогда досниму. Если до съемки нет, то, наверное, на этом все, ребята. Потому что это что же, надо сидеть, монтировать, зачем? Чтобы что и почему? Для чего вообще это видео делалось? Прежде всего для тех, у кого такая же проблема и бегают, ищут, не знаю чего, куда. Вот такие с надписью 104, даже вот такие вот миниатюрненькие, они подойдут для замены. Электролиты, может быть, у вас с ними будет все в порядке, еще какое-то время послужат, но меняйте сразу все. Потому что ремонтники умные, один выпаяли, один впаяли. Нормально. Короче, ладно, у меня от этого немного... Все, я спокоен. Начинаем медитативный процесс. Все пропаяю, может, фотки вставлю, может, видео. Берегите себя, соблюдайте технику безопасности. Может, кстати, подскажете, как я и сказал... Какой сюда тороидальный поставить, вдруг я найду, хотя это жирно будет для такого устройства, ну все-таки, они ж тут были, блин, оно же было, вот, удешевляют все максимально. Да, кстати, первый раз он сгорел как раз-таки, знаете, где-то через год, но гарантия у меня еще была там какая-то чуть расширенная, что-то такое, я попал под гарантию, то есть они... Видимо, какие-то запланированные устаревания. Ладно, это все теории заговора. Все остальное целое, слава богу, да и все, да. То есть вот эту часть надо просто-напросто посмотреть, как чего. Вам внимательно у себя, прежде чем нести в ремонт. Но если вы боитесь это делать, все для вас страшно, конечно, несите в ремонт. Стоимость ремонта, ну вот если прям все менять, ну, не знаю, зависит, наверное, от мастера. Но в интернетах пишут, я вот нашел там на таких, на известных сайтах, я имею в виду, не какие-то шарашкины конторы, а такие, типа, сайты, которые продают технику вот такую, они же ремонтируют, там больше 4000, это в среднем. Короче, фиг его знает. Может, там они 500 рублей возьмут, потому что, ну, не знаю. Короче, ладно. Сколько берут, столько оно и стоит. Только что ремонтники жалуются, я не понимаю, почему не...
Почему они вот такое? Это вот не ремонт, это называется срали-мазали. Все, извините, как говорится, это на эмоциях. Берегите, любите свою технику, ухаживайте, все будет хорошо, все нормально. С вами был Метатрон. Удачи. Чините ее, чините, любите.